суток, дорогие зрители, зрительницы и их родители. С вами опять дедушка Вуцлундра, это Fallout Mods, и сегодня вас ждет очередной, уже 10-й, юбилейный выпуск веселой пердачи в поисках потерянной изометрии. И гость-гвоздь данного выпуска — восхитительная и одновременно отвратительная постапокалиптическая изометрическая игра Under Rail от конторы, состоящей из 3 человек Stygian Software. Сразу скажу, вот честно, графический стиль меня лично ни по трейлерам, ни по личному геймплею поначалу не затянул. Наоборот, вызвало какое-то отторжение. Но потом меня посетила мысль, что люди делали игру втроем целых 7 лет, и я был просто вынужден заставить себя пересилить и все-таки пройти ее. И, о бой, мое мнение о ней изменилось на 180 градусов. Поэтому без лишних слов, давайте приступим к обзору. И начну я, пожалуй, с самобытного мира. Место действия — наша многострадальная Земля-матушка. Что-то такое случилось на поверхности, что все человеки были вынуждены много поколений назад уйти жить под землю. К сожалению, разработчики прямо не указывают, что же произошло и почему поверхность стала невозможной для существования. Но по ходу игры, благодаря NPC, с которыми общаешься, которые, кстати, тоже выдвигают различные теории, понимаешь, что, скорее всего, отгремела очередная Великая война. Только уже не между странами, а между гигантскими корпорациями, которые контролировали человечество в недалеком от нас будущем. Почему в недалеком? Потому что в игре присутствуют образцы античного, в кавычках, огнестрельного оружия времен жизни на поверхности, производства Heckler & Koch, Magnum Research и так далее. То есть образчики огнестрелов прямиком из нашего плюс-минус времени. Но давайте вернемся к корпорациям. Миром до исхода под землю правило 6 контор, которые в игре называются T6 Group. Основные две, что присутствуют в игре, назывались Biocorp и New Frontier Technologies. Первая спустя много поколений под землей переродилась в Cortec, взяв под контроль крупнейший мегаполис Южной подземки, а вторая исследовала способы примириться с новой жизнью и за много веков до начала событий игры окопалась в районе Черного моря, где и была вырезана подземным водным флотом Биокорпа. Да, подземный водный флот. Звучит странно, не правда ли? Уделим немножко внимания лору самого Биокорпа. Эти странные ребятишки очень много времени потратили не только на войну с другими корпорациями под землей, но и на изучение всякого сверхъестественного. Так, например, в недрах Земли оказались тут и там разбросаны осколки черного монолита. Привет тебе, Космическая Одиссея 2001. Эти куски меняли реальность, существ вокруг и даже людей. В итоге корпорация это прочухала и начала контролируемо мутировать человеков-псиоников. Опять же хочется отметить, что в игре это нигде толком не объясняется, так как лор вам никто разжевывать не будет. Но по сюжету вы сами это начинаете медленно понимать. Спойлерить не буду, лучше порекомендую сыграть самим. Основной сюжет разворачивается, может быть, слегка медленно, но затем очень внезапно. Про предысторию New Frontier Technologies я скажу еще короче, чтобы не портить впечатление от дополнения «Экспедиция», которая вышла годом ранее. Эта корпорация занималась изучением способов примирения с природой, они были в принципе весьма технологичны. Руины корпорации напоминают музеи в легком гиггеровском стиле. Развитая робототехника и медицина, развитые технологии в целом, высокая культура. Настолько высокая, что несколько внутриигровых пазлов решается подбором правильной мелодии к музыкальной постановке. Что меня с одной стороны знатно повеселило, а с другой заставило очень сильно поломать головушку. Корпорация New Frontier Technologies искала способы выживания на поверхности посредством изучения одного из осколков черного монолита. И эпизод встречи с ним, наверное, до конца жизни будет преследовать меня воспоминанием, заставляющим руки покрыться гусиной кожей. Отойдя от темы лора великих корпораций, плавно давайте все-таки перейдем к квестам в данной игре. И что я могу сказать? Оу бой, оу май. Настолько много реально хорошо прописанных квестов в этой игре. Если ты, дорогой зритель, фанатеешь от Нью-Вегаса, к
Кстати, напишите в комментариях, фанатеете ли вы от Вегаса и хотите ли вы, чтобы мы наконец выпустили новый выпуск Make New Vegas Great Again. Если будет хороший фидбэк, мы с Ником серьезно подумаем над тем, чтобы продолжить и закончить наконец нашу эпохальную сборку. Но, если опять будет 1-2 комментария, пожалуй, тема подождет на полке. Итак, квесты. Если ты фанатеешь от Нью-Вегаса, ты просто обязан поиграть в Underrail, потому что квесты здесь лучше, чем в Нью-Вегасе. На ум сразу приходит рофильный квест, притом это сайд-квест, он не обязателен к выполнению, из игры. Начинается он просто-напросто с поиска бухла алкоголику, который утверждает, что путешествует сквозь измерения и знает подозрительно много о окружающем нас мире. Сначала этот чел по имени Дюдя, да, это отсылка к Лебовскому, загоняет нас под ложным предлогом на старый заброшенный склад, якобы он нас видит там в будущем. На складе, оказывается, просто хранится бухло. С горьким чувством того, что нас слегка объегорили, мы возвращаемся к Дюде и вместо ругани вместе напиваемся найденным, лишь для того, чтобы очнуться в его старом доме в другом подземном городе очень далеко от того места, где мы начали пить. При том, что самое смешное, входа в этот дом нет. То есть мы материализовались просто из ниоткуда. Поначалу не верится, но оказывается, что Дюдя является нехилым таким карикатурным ученым на манер Футурамы. Покопавшись в его старом доме, мы случайно натыкаемся на кучу мутантов, которых он сотворил, запер в комнате и забыл про них. Заземляем их и с помощью чудесного алкоголя перемещаемся дальше. И перемещаемся мы на самом деле в его следующий дом. Местная жительница в буквальном смысле офигевает от того, что из стены выходят два пьяных в ума тела и просят нас покинуть помещение. А мы находим какой-то хлам, который нужен Дюде для перемещения далее, и валим. А дальше попадаем в его типа основной дом, который захватили маленькие, милые, пушистые котики. Вот вы любите кошек, а, дорогие зрители? Ответьте в комментариях. Я очень люблю котеек. Котейки one love. Котейки наше все. И интернет в принципе сделан для котиков и порно. Но эта игра данный постулат опровергает. Обитающие в доме Дюди кошки с грозным «мя» стреляют у вас лазерами из глаз. Как-то так. Победив прекрасных котеев, мы создаем сок перемещения и следуем через червоточину дальше. Но что-то идет не так, и мы оказываемся глубоко в базе какой-то непонятной организации под названием Серая Армия. Ребятки говорят на непонятном для героя языке, как я лично понял, прародителем языка был польский, и весьма недружелюбно к нам настроенная. Ну и вам надо выбраться как-то из этой западни. Вот такой вот рандомный, не сюжетный сайд-квест, который, по сути, вырастает из маленького поручения от алкаша в баре. Ну и много таких квестов в Вегасе? По-моему, не очень. Я уж промолчу, что для создания данного квеста ту же базу Серой Армии нарисовали с нуля на ассетах, которые в игре в других местах больше нигде не используются. То есть ради сайд-квеста люди настолько заморочились, прикиньте. И, в общем-то, вся игра состоит из подобных заданий. Разумеется, не все они такие рофильные и странные, но все сделаны качественно и грамотно. И как бы это ни было странно, ты веришь в происходящее. Естественно, в игре присутствуют квесты на манер «принеси-подай», «убей 10 волков», хотя, если честно, их довольно мало, и каждый из них сдобрен хорошей порцией диалогов, порой весьма интересных и даже смешных. В целом же, квестовая система Underrail подразумевает, что наш герой, так же как и в любой другой нормальной RPG, имеет не одну и зачастую даже не два способа решения проблемы, что меня лично порадовало, особенно после последних частей Fallout, в которых абсолютно нет выбора. Сюжет я постараюсь не спойлерить, просто вкратце опишу вступление. Он начинается с того, что наш главный герой устраивается жить на весьма высокотехнологичную по меркам местного мира станцию Саутгейт, проходит все тесты и считается полноправным и клевым гражданином, считая реально аналогии с убежищем из любого фалача. Нас посылают сначала на простенькие задания из разряда «У нас вырубилось лепездричество, иди-ка почини». Потом посылают на исследование старого бункера с командой бравых ребят, которые при виде того, что в бункере таится, просто быстро закрывают дверь и валят, оставляя нас с выбором – пойти дальше или тоже уйти. Ну а затем нас резко посылают на другой конец подземки, давая нам цель найти мотор для бура, так как на станции завалило рельсы при обвале в начале игры. И тут мы уже попадаем в крупное поселение, где есть кучка квестов, несколько заинтересованных в изменении баланса сил сторон, и мы между всем этим.
Притом стороны состоят как из двух бандитских группировок, так и из высокотехнологичных гостей протектората. Организации, которая силой, обманом и дипломатией собирает под своим крылом всех людей. Ну и, конечно же, наша маленькая станция Саутгейт тоже является одной из фракций, которая может иметь влияние на локацию. А вот это уже похоже на Вегас. И чем ты дальше идешь, тем быстрее и быстрее начинает раскручиваться сюжет. Вплоть до того момента, как вы уже осознаете себя внедренным в местную секту ученых, поклоняющихся великому черту. Огромному мутанту, я даже не знаю, как его правильно назвать, огромной массе, размером с целое здание, которое телепатически управляет людьми. И да, черт через О, черт. Сектанты черта мечтают за счет мутации организма попасть вновь на поверхность, которую никто из ныне живущих никогда не видел. За время ваших странствий вы встретите как мутировавшую живность, так и рейдеров различных группировок и вида, каннибалов, различных психопатов, подземных дикарей, поклоняющихся великому змею и говорящих на странном языке, похожем на норвежский. Добавим ко всему этому кучу переродившихся в новые организации корпораций, различные города, каждый со своей атмосферой и стилем жизни. Притом они реально друг от друга отличаются. Каждый город как отдельная страна со своим укладом и традициями. Чего в Фалачах я, кстати, не наблюдал никогда. Все то, что вы увидите в игре, очень сложно объяснить в двух словах или в контексте данного ролика, который так довольно большой, чувствую, выходит для нашего канала. Поэтому просто скажу, ребята, поиграйте в эту игру. Всего лишь нужно пересилить графический стиль и поначалу неудобный интерфейс. Реально, дорогие зрители, я очень советую в эту игру вам самим заглянуть, потому что это, если и не шедевр, то очень близко к нему. Ладненько, от нахваливания игры перейдем к огромной ложке дегтя лично для меня. Переходим к геймплею. Не сказать, что местная система а-ля Special сильно сложна для понимания. Сложность в игре совершенно в другом. Никто и нигде не объясняет тебе, как игроку, какие параметры тебе пригодятся в будущем по ходу прохождения. И есть бесполезные навыки, вот что меня очень сильно разозлило. Возьмем мое типичное прохождение, как я начал игру. В подобных играх я привык делать быстрых стрелков а-ля Роланд к темной башне шел. Максимум очков действия, максимум стрелковый скилл, все возможные перки на уменьшение требуемых для выстрела очков действия. И я действительно создал такого персонажа попервой. 6 часов играл я и в ус не дул, пока не уперся в место, которое просто не могу пройти, несмотря на десятки сейв-скамов. Кстати, при сейвскаме в этой игре здесь пересчитывается инициатива всех участников боя, и ты можешь внезапно перехватить ее, начав ход, что на самом деле помогает игре. Такой легальный чит, я бы сказал. Но даже оно не помогло. Потрачено 6 часов твоей личной жизни и прохождение запорота. Честно сказать, на этом моменте я уже хотел дропнуть игру в ярости. Потому что такой подход к геймдизайну я называю ленью разработчиков. Особенно странно, что разработчики сами нигде не пишут, что их игра очень чувствительна к правильным в их понимании билдам. А этих билдов в сети, кстати, миллиард. Быть тем, кем ты захочешь, в этой игре до конца не выйдет. То есть в диалогах ты роль можешь отыгрывать любую, но вот бой тут зависит конкретно от правильного билда. А боев в игре кошмарное количество. Быть пацифистом не выйдет. Чтобы быть успешным, попервой тебе обязательно, как игроку, нужно будет рыть форумы и выбирать прокачку, которую советуют другие, более успешные игроки. Ну, или можно просто забить на прохождение игры в формате Tin Can. Это термин непосредственно, скажем так, любителей данной игры, то есть игры в формате консервной банки. Человека с автоматом и в максимальной броне. И можно после этого перейти ко второму способу игры, чистому псионику. Псионика доступна нам с самого начала. Наш ГГ — псионик офигительной мощи и учится всему по щелчку пальцев. В любой момент игры мы можем открыть в себе псионический талант, просто придя ко врачу Саутгейта и попросив сделать укольчик, который разблокирует наши способности. Откуда они у нас? Кто мы? А нам этого не объяснят вообще. Сами решайте, кто вы. И, к слову сказать, наличие или отсутствие псионических способностей
способностей влияет на некоторые аспекты прохождения игры. Играя за Тинкена, вы не увидите множество странных вещей, которые нагоняют страху. А играя за Псионика, вы некоторые моменты себе даже усложните. Хотя остальную игру будет пройти гораздо легче. И, кстати, даже если вы решите проходить игру по билду Тинкена, все такие бронированные и непробиваемые, рано или поздно вы натолкнетесь на врагов Псиоников, которые могут делать ваши копии на 3 хода. Эти копии очень больно бьют. Их урон проходит и через ваши энергетические щиты, и через броню без какой-либо задержки. Убить копии может только пси-способность или смерть того, кто вызвал эту копию. В итоге Тинкен все равно не является идеальным билдом для беспроблемного прохождения. Богом заклинаю, если начнете играть чисто для себя и для кайфа, используйте билд чистого псионика. Он единственный беспроблемный и позволяет пройти игру и дополнение экспедиция без слишком сильного полыхания у вас позади. Ну и плюс вы будете иметь много денег, так как вам не надо будет тратиться на клевую броню, гранаты, оружие и патроны. В общем и целом могу сказать, что геймплей поначалу приносит немало боли и проблем таким оказуаленным игрокам, как я. Перетерпеть первые часы мне позволило только то, что я уже более 1000 часов сбегаю из Таркова и привык страдать. Кстати, а если среди зрителей игроки в Тарков не хотите пробежаться по знакомым локациям со мной и моими бойзами, пишите в комментариях. Ну и думаю, нет смысла особо расписывать трудности геймплея. Это все еще Fallout-подобный продукт, всем нам знакомый, но со своими подводными камнями, которые моментами сложно, но все-таки можно преодолеть. В какой-то момент сложность начинает даже нравиться, я вам отвечаю. Давайте уже перейдем к атмосфере самой игры. И здесь я буду краток. Атмосфера в этой игре очень удалась. С одной стороны, я могу сказать, что начало слегка блеклое, особенно в плане окружения. Станция Саутгейт выглядит весьма графически скучно, и ты, как игрок, по умолчанию себя настраиваешь на унылое прохождение. Но в том-то и весь цимис, что слегка скучное графическое вступление внезапно переносит тебя в целый прекрасный театр художников дальше по прохождению. Я заметил, что довольно часто просто рассматривая нарисованное окружение, любуюсь им и думаю о чем-то своем вместо того, чтобы двигаться дальше. Безусловно, тут мне помогает развитое старыми графически некрасивыми играми воображение. Но художники все равно постарались на славу, создав весьма убедительный мир подземной безнадеги. Если быть честным, особенно меня порадовал визуал дополнения «Экспедиция». Как я ранее упоминал, в стилистике окружения чувствуется дух всеми любимого Гигера. Это действительно так, и это завораживает. Мир, пусть и двухмерный, но огромный, чувствуется настоящим. Давненько на моей памяти не было игр, которые вызывают мурашки по коже чисто визуалом, в смеси с довольно недурственным, пусть и халявным эмбиентом. Что ж, дорогие зрители, я надеюсь, что заинтересовал вас данной игрой, и настоятельно прошу вас в нее поиграть, потому что в ней есть что-то такое, чего нет во многих AAA проектах. В этой игре есть душа, и эта душа прекрасна. От себя ставлю 10 риков-росов из 10 данному продукту. Ну, за геймплей ладно, 2 рик-роса уйдут. Но все равно игра просто бомба для любителей изучать и иногда страдать в играх. Спасибо вам за просмотр данного видео. Не забываем писать комментарии, чтобы поддержать наш канал. Если еще не подписались на наш канал, то почему? И жмите колокольчик под роликом, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Дедушка Вудслундра. Всем удачи, всем пока.